Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у меня на обзоре новая для меня торговая марка гелевых лаков Ниша. Давайте же сегодня с нею познакомимся вместе. На данный момент цветовой ряд этих материалов не такой уж и обширный, но тем не менее все цвета, которые мне пришли, отличаются укрывистостью и приятной консистенцией. Ну а в скором времени, я думаю, компания поработает над своей палитрой цветов, и она будет только расширяться. Что же основное для себя лично я отметила в этом материале? В первую очередь, безумно удобная кисточка. Вот на самом деле, девчонки, это самая удобная кисточка, которую я удержала у себя в руках. Она просто потрясающая. Но почему-то на типсы эти гель-лаки ложились пузырями. То есть я их выкрашиваю, а в них появляются небольшие пузырики. Я их гоняла, очень сильно переживала по поводу того, что точно такое же будет и на руках клиента. Но, как удивительно, на руки клиента они ложатся просто идеально. Вот в один слой затекают туда, куда необходимо, никуда лишнее не течет, никаких пузырей не возникает. В общем, просто идеальный материал. Я не знаю, почему он так себя повел именно на выкраске, но в работе я была безумно довольна. Ну и все цвета, которые я для себя выбрала, как раз подходят на наш зимний период. То есть цвета такие приглушенные, припыленные, очень интересные и будут как раз востребованы перед Новым годом и оставшийся холодный период времени. Ну и как обычно, ссылочки на продавцов данного материала ищите в описании к ролику. Финишное покрытие довольно-таки интересной консистенции с остаточным липким слоем. Но вот здесь вот с пузырями я, к сожалению, не справилась. А теперь переходим к работе на руках клиента. И как я вам говорила, этот материал на руки ложится просто бесподобно. В один слой, практически без довода тонкой кисточкой. Обычно я намного дальше не могла материал завести. Здесь же у меня получилось все это намного быстрее и проще. Ну и, собственно говоря, сам дизайн. Сегодня мы будем с вами рисовать такую себе зимнюю абстракцию. То есть дизайн, который вы выдумываете по ходу его создания. Здесь вы ориентируетесь только на то, какое количество дизайна вам хочется видеть на руках клиента.
В нашем случае на двух руках композиция с дизайном располагается по-разному. На этой руке мы выделили средний пальчик полностью под дизайн и два соседних к нему частично выделяем под этот же дизайн. То есть у нас часть ноготочка будет выделена дизайном и часть ноготочка просто покрыта цветом. В качестве абстрактных элементов в данном случае выступают треугольники и полудуги. Соединение вот именно треугольников и полудуговых элементов получает вот такую вот абстракцию. Девчонки, серьезно, не знаю, как ее рисовать, не знаю, как объяснить ее рисовать. Берете линии, берете полудуги, перекрещиваете их между собой в совершенно любом порядке, как кисть пойдет, получается дизайн. Добавляем элементы на соседние пальчики. Те же самые полудуги, те же самые линии, пересекаем их точно так же в хаотичном порядке, потому что это абстракция и нам разрешено это делать. Ну а теперь берем наши цвета и начинаем все это дело как разукрашку разукрашивать. То есть границы у нас уже есть, мы просто заполняем какие-то части в хаотичном совершенно порядке выбранными нами цветами. В данном случае с клиенткой мы решили заполнить это все фиолетовым оттенком, оттенком припыленной розы и добавить немножечко бирюзы.
Вот, собственно говоря, и все. Вот такой дизайн ногтей у нас сегодня с вами получился. Надеюсь, вам понравилось. Ссылочки, где приобрести данный материал, напоминаю, оставлю вам в описании. Ну а мы с вами снова увидимся в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока-пока.